Друзья мои, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Милые мои, я вас благодарю за комментарии, за подписки, за лайки, за просмотры, это очень-очень приятно, и я вам 1000 раз желаю больше всего того, чего желаете вы мне. Дорогие мои, давайте сегодня посмотрим с вами расклад, который будет называться так: на что мне обратить внимание, чтобы получить успех в задуманном деле. Предполагаю, что у нас будет 3 варианта, возможно 4. Как, не знаю, как всегда говорю 3, хочется достать 4. Поэтому давайте начинаем. Первый вариант. На что обратить внимание, чтобы получить успех в задуманном деле. Вариант номер 1. Посмотрим, в каких энергиях на сегодня вы. Вы почему-то, первый вариант, застряли пока в прошлом, что-то либо над чем-то дорабатываете какие-то моменты, либо что-то, какое-то незавершенное дело, либо с вас требуют что-то доделать, отдать, вернуть. Вот такие вот энергии у вас на сегодня. Давайте посмотрим, какое задуманное дело, хотя бы примерно вы задумали, и что вам нужно сделать для того. Но вы пока еще выбираете, вы стоите перед выбором, как будто не знаете, куда себя вообще как бы деть, с чего начать, что делать, чем возможно заняться, или у вас есть варианты, но вы все-таки еще не знаете, какой из них выбрать. И вот здесь вы все-таки как-то оглядываетесь в прошлое, может быть, вам остаться на том месте, где вы есть, и там все было хорошо, и там все было достаточно нормально, только внести кое-какие коррективы, и как бы в принципе будет-то и неплохо. Но здесь такой момент, что, знаете, эмоционально вас вроде как все и устраивает. Не могу сказать, что совсем не устраивает то место, в котором вы есть сегодня. Но здесь такой момент, что хочется вам немножко большего, вам хочется развития дальше, да, вам хочется пройти какое-то препятствие, которое вам мешает, для того, чтобы, ну, как-то ощутить и больше каких-то граней. Давайте посмотрим, что вам карты посоветуют. Карты вам, знаете, о чем говорят? Что вам нужно посмотреть, если вы остаетесь в этом деле, в котором вы есть сейчас, да, достичь в нем успеха, вам нужно, знаете, как провести полный анализ и полный аудит. Потому что здесь такой момент, что в этом деле у вас есть какие-то, знаете, как я их называю, гнойнички, нарывы, да, то есть это какие-то определенные обстоятельства, которые мешают вашему проекту, бизнесу, отношениям, не знаю, у каждого же будет свое, развиваться достаточно гармонично. То есть это какая-то такая точка препятствия, которая давно требует решения. И карты говорят о том, что решение это будет, понимаете, наступит такой момент, когда вашу эту точку препятствия ее подсветит со всех сторон. То есть когда вы начнете анализировать происходящее событие, вы поймете, что вас так или иначе возвращает в некую точку, на которую нужно посмотреть. То есть здесь нужно подключить свою внимательность, да, и просто проанализировать, какие же события происходили в ближайшем прошлом, для того, чтобы понять, на что все-таки Вселенная хочет обратить ваше внимание. И здесь карта повешенная, она говорит о том, что не зря на сегодня у вас какой-то такой период стагнации, затишья, некого развития нет, да, то есть вы как будто в подвешенном состоянии, не понимаете, что хотите. Здесь у вас как бы идет 2 варианта развития событий. Первый вариант развития для того, чтобы вы как раз таки обратили внимание на вот эти моменты, недочеты, да, которые нужно устранить. И как бы взглянуть, вот смотрите, как повешенный, да, он висит головой вниз. То есть вам, ну, примерно метафорично, да, точно так же надо взглянуть на свое дело, грубо говоря, головой вниз повисеть и посмотреть. То есть переверните фокус своего внимания и посмотрите совершенно с другой стороны на то, что вы делаете сегодня. И в этом случае у вас, конечно, идут большие перемены, у вас идет успех, у вас идет процветание, у вас идет благополучие. Вы получаете то, что вы хотели, гораздо в большем объеме, чем вообще вы думали.
И здесь еще такой момент, что для кого-то возможен выбор второго пути, да, то есть момент развития мы видели здесь по карте семерки чаш, что все-таки вы состоите в позиции выбора, вы не знаете, куда идти и что делать, либо выбираете из предложенных предложений для вас. И вот здесь карта двойка жезлов нам говорит о том, что вы планируете, только планируете какое-то новое начало, хотя вы еще абсолютно в нем новичок и особо не знаете, куда двигаться. Но здесь как бы тоже давайте посмотрим перспективы вашего развития в начальном, в новом направлении. А в новом направлении для вас пока еще ничего не ясно, непонятно, куда двигаться, что делать. Здесь для кого-то кто-то смотрит какие-то, знаете, проекты, которые связаны с неким таким весельем, да, это может быть что угодно. Кто-то смотрит какие-то проекты, ну, допустим, там какого-то развлекательного формата, который, да, носит развлекательный формат. Это может быть что угодно, и ролики на YouTube, и там кто-то тамада, кто-то там организовывает какие-то свои праздники. То есть это такой критерий выбора профессии, который приносит людям радость, да, и вот здесь в этом направлении вы не знаете, что еще делать, у вас как-то не соблюден баланс, да, то есть вы не понимаете, вкладываться туда вам, не вкладываться, нужно вам это, не нужно, и у вас пока это все идет вот в стадии некой стагнации. Давайте посмотрим, что вас ожидает, если вы останетесь на старом месте работы, да, и все-таки вот пройдете вот этот этап, когда вы вскроете все свои недочеты и все-таки, ну, как бы выйдете в верное направление. Здесь, смотрите, идет карта звезда, которая говорит о том, что определенный период времени вам все же придется делать какую-то монотонную работу. То есть, возможно, вы все-таки будете перебирать, да, там шаг за шагом свои какие-то действия и искать эту проблему. Но эта карта еще и говорит о том, что, возможно, ваши мечты исполнятся. Но здесь такой идет момент, что как будто вам за это надо побороться, понимаете? Здесь вот не главное не упускать возможности, не пускать все на самотек, что типа там само все разрешится, а вам все-таки к этому надо приложить усилия для того, чтобы вот это образовалось. То, что вот ваше старое дело, да, обрело какой-то новый формат, новый виток развития. И здесь, понимаете, есть такой момент, что, возможно, какой-то новый сотрудник, который к вам придет, либо дети, обратите внимание на детей. Если у кого-то есть дети, которые как-то так или иначе связаны с вашей профессиональной деятельностью, здесь может подсказать как бы решение ребенок, как бы это ни звучало, возможно, глупо, да, но здесь вот, если вы будете внимательны и наблюдательны, то здесь вот вы получите подсказку от своего ребенка. От чужого ребенка здесь важный факт — это ребенок. Либо же это молодой человек, который придет к вам на работу, который вот вам предложит некую такую идею, которая вот, ну просто вы одержите победу с этой идеей, понимаете? Здесь вы все-таки выйдете вот на тот уровень, на который вы хотите, но просто понимайте, что это не конечный уровень вашего развития, да, это не конечные ваши победы. Вы можете гораздо больше, вам только стоит приложить усилия и все внимательно отсмотреть, отследить. Вот, и здесь, понимаете, главное не опускать руки, потому что у некоторых уже просто опускаются руки, и ничего не хочется делать в этом направлении, просто смотрите, что бы ни делал, да, а как-то все вот по накатанной. А здесь именно требуется новый какой-то виток, новая идея. И здесь, знаете, как вам рекомендация, будьте осторожны, в том плане, что не разбрасывайтесь вот этим, что у вас есть, да, не сквернословьте об этом. То есть вам вот нужно сделать этот выбор, вам нужно все-таки как-то даже полюбить то, что вы делаете, вот всем сердцем, да, вот как-то внести огня вот в это ваше, ну, давайте назовем его там старым делом, да, вот туда новую идею, туда огня. И вот там уже все-таки у вас есть этот момент, что вы чувствуете, что вы, ну, как-то бессильны в реанимации своего вот этого
начало. Давайте посмотрим еще подсказку для вас. Здесь вам надо принять решение, понимаете? Насколько я поняла по раскладу, это решение просто действовать. Это решение действовать, хотя вам кажется, что у вас уже нет никаких сил и энергии. Вот здесь подсказка, да, ваш ребенок, либо молодой человек, который вам подскажет. Давайте посмотрим новое направление. Ой, сколько карт выпало. Ну, давайте смотреть, что у нас здесь в новом направлении. В новом направлении, да, вот которое я говорила, какое-то увеселительное мероприятие или то, что связано с радостью для людей, для себя, для близких, здесь вы можете очень сильно на этом объекте залипнуть, да, то есть вы можете настолько погрузиться в него, настолько вот все свое свободное время вы будете вкладывать туда. И здесь вас в этом проекте может поддержать какой-то очень важный человек, который, знаете как, он понимает все механизмы, да, он понимает, у него власть, у него очень большое уважение, у него почет, и он требует, чтобы к нему прислушивались, да, вот такой вот император вам может в этом все-таки помочь, и вам может в этом помочь, как ни странно, либо ваша мать, либо ваша жена, либо вот какая-то женская линия родственников, да, там теща, свекровь, может вам помочь, потому что у них есть опыт в этом деле. Вот здесь вы можете к ним обратиться, и вам все-таки в этом деле вот они помогут. И это дело, давайте посмотрим, как оно будет развиваться. Ну, вы его полюбите, понимаете, ну, как вам сказать, настолько оно вам будет по душе, настолько оно вам будет, ну, где-то, конечно, и будут какие-то моменты разочарования, но почему-то, знаете, моменты разочарования могут быть только от того, что вы туда не относитесь серьезно, да, вот к этому делу, не вкладываете в него душу, как говорится, а относитесь как-то вот так по легкости. И вот этот момент, конечно, тоже может присутствовать. Почему-то потом не захотите ничего делать. Почему? Потому что устанете ждать отдачи. Вот знаете, такой момент, как будто это быстро развиваться не будет. Да, здесь, смотрите, вот второй момент развития вашего события, да, вот новое начало. И здесь вы можете в какой-то момент отстраниться и сказать, что все надоело, я очень долго жду, никакого выхлопа из этого нету. Но здесь поймите, что здесь надо очень много вкалывать. И вот здесь, смотрите, колесо фортуны, да, карта, которая говорит о том, что вам по трудам вашим воздастся. Вот здесь, если вот только вы не опустите руки, будете продолжать дальше, да, вы получите по заслугам очень, очень хорошие перспективы. Понимаете, вы выйдете вообще на новый уровень, ваша жизнь поменяется просто на 360 градусов. Вот такой расклад для первого варианта. Давайте теперь будем смотреть второй вариант. Что же вам сделать для того, чтобы осуществилось задуманное? Дорогие мои, первый вариант, пожалуйста, вы отпишитесь, посмотрим, что у вас там, да, в комментариях напишите, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Очень много всяких интересных видео будет. И каждый раз прошу, пишите тему, которая вам интересна. Я хочу, чтобы мы с вами были в тандеме. Так, давайте. Вариант номер 2. Что вам сделать для того, чтобы получить успех в задуманном деле? Второй вариант. В каких энергиях сегодня вы? На сегодня кто-то из вас влюблен, кто-то влюблен в свое детище, которое планирует делать, кто-то влюблен в партнера. В принципе, настроение такое, знаете, приподнятое, прекрасно себя чувствуете, довольны тем, что у вас есть, у кого-то, возможно, романтическая какая-то встреча. Давайте посмотрим все-таки начинание вашего дела, чтобы понимать, о чем мы будем говорить. Давайте. Так, ваше дело с чем связано? У вас, знаете, такой момент, как будто у вас возможностей просто куча. Как будто вот на вас с неба, понимаете, как шанс за шансом сыплются какие-то предложения, какие-то такие вот, знаете, которые радуют вас. Причем так очень сильно вас радуют. Но здесь вы почему-то в состоянии выбора. Вы не знаете, что вам выбрать, вы не знаете, как вам, или вы не знаете, как вам все ухватить, вот эти возможности, да, и вы здесь бездействуете. Вы бездействуете, вы почему-то стоите в остановке.
Хотя здесь, понимаете, карта мира, которая говорит о том, что вы можете пойти в эти перемены, вы можете улучшить свое благосостояние, жить достаточно богатой жизнью, да, получать от этого вообще удовольствие колоссальное и наполняться. И еще при всем том вы можете даже обучать людей, понимаете. Здесь вот для многих отыграется, применяя свой опыт, который у вас уже есть, и полученные вот эти возможности и знания в комплексе, вы можете пойти в обучение людей, вы можете, вам просто надо принять это решение. Вы почему-то упорно пока ничего не делаете, но здесь у вас такие перспективы прекрасные. Давайте посмотрим, что вам нужно сделать на сегодня. Ну и опять туз жезлов. Слушайте, вам на сегодня вообще туз жезлов говорит о том, что столько возможностей сыпется, что ну, ты не можешь не поменять свою жизнь. Тут либо тебя все устраивает, ты не хочешь вообще ничего менять, ну потому что возможностей реально очень много. Здесь как будто есть, знаете, человек рядом, который ну, простраивает планы, да, простраивает планы и показывает вам верное направление. То есть, может быть, советом каким-то, может быть, это ваш муж, или, ну, я не знаю, просто какой-то знакомый, который вот говорит, ну, вот давай вот это попробуй, да, или попробуем, давай это. Может быть, и вы сам являетесь вот этим королем жезлов, который все-таки понимает, что ему надо поменять свою жизнь, ему надо выбрать какое-то направление. Но здесь вы почему-то боитесь, понимаете? Здесь такой момент идет, что вы боитесь некого разочарования. И опять туз пентаклей. Слушайте, у вас столько тузов, для вас столько возможностей падает с неба, что ну здесь просто вот бери да делай. Но здесь вам знаете, о чем карты еще говорят? О том, что вам надо соразмерить все, понимаете, вот ухватить, объять необъятное не получится. Тут надо как-то выбрать какой-то момент, да, не браться за все дела одновременно. Грубо говоря, у кого-то там может быть несколько проектов и захочется все взять в кучу. Здесь нет, здесь вам надо соблюдать умеренность в любом случае для того, чтобы достичь вот этого гармонии, да, вот этой гармонии. Карта Страшный суд, она говорит вам о том, что вы на пороге перемен, понимаете, ваша жизнь меняется. Здесь вот я смотрю, что здесь просто и трансформации у человека идут, и вы выбираете свой новый путь. Ну вот здесь по семерке мечей мы уже видели, что вы выбрали верный, да, и здесь еще одно какое-то направление идет. Но у вас как будто нету, вот знаете, ни сил, ни желания что-то менять. Хорошо, почему нету сил, желания? Потому что вы как-то все время в каком-то стремлении, за что-то боретесь, что-то доказываете, быстро все решаете. Что вам нужно сделать? Вам нужно, во-первых, вам нужно вообще себя похвалить за то, что вы уже молодец и многого достигли. Вот здесь это такой момент, что, знаете, это для некоторых вот карьеристов, как я всегда говорю, да, есть такой момент, когда человек постоянно, либо кто-то учится, и мало, надо еще. Вот здесь важно сделать остановку и сказать себе, я молодец, я уже победитель, у меня есть уже определенные регалии и заслуги, да, и на какой-то момент дать себе передышку, потому что вы реально нуждаетесь в этой передышке. И здесь колесо фортуны, оно говорит о том, что ваши перемены, которые в вашей жизни происходят, это только во благо. Все поменяться может, знаете, вот, ну, в одну минуту. Только вот вам стоит отдохнуть для того, чтобы пойти вот в движение дальше, да, и все-таки отстаивать свои вот эти интересы, отстаивать свое направление, не бросать его, за него бороться. Вот здесь вам может помочь король кубков, да, человек, который, ну, такой вот, он умеет совладать со своими эмоциями. Возможно, вы в какой-то момент просто не можете совладать со своими эмоциями, и вам они мешают в этом вот направлении, да, в вашем. И здесь вот вам за советом обратиться к человеку, королю кубков, нужно для того, чтобы вот, ну, как-то посоветовал вам, что делать. И здесь еще вам нужно соблюдать некую стабильность. Здесь для многих надо побыть просто одному какой-то период времени для того, чтобы вот ваша ситуация разрешилась.
Да, пока вам, знаете, вот здесь для вашего задуманного дела по всему раскладу вижу только то, что у вас идут потрясающие возможности, у вас идут прекрасные перспективы, да, а вы как будто не хотите. Но здесь вы не хотите не потому, что вот внутренне вы такой там лентяй, да, а потому что вы устали бороться, как будто вот, знаете, вы все время ждали этих возможностей, да, все время там напролом куда-то лезли, и здесь вот вы уже устали за это все бороться, сказали, да будь оно что будет. И вот как только вы отпускаете на этот самотек, у вас просто идет колоссальное количество возможностей поменять свою жизнь. И вам остается только сделать выбор в вашем направлении, выбор сделать сердцем, понимаете, чтобы вы были внутренне довольны тем, что вы сделали. И здесь вам, знаете, как нужно поступить, ну, по-честному в отношении самого себя. То есть не прислушиваться к чему-то навязанному мнению, да, а конкретно слушать себя, и чтобы вы были прежде всего честны с собой. И тогда, конечно... И опять у вас идут перемены, понимаете? И опять у вас идут трансформации. И здесь, понимаете, ваша жизнь, вот при этом балансе, когда вы поступите честно в отношении с самим собой, здесь ваша жизнь, она никогда не будет прежней. То есть, понимаете, вот как будто вы перевернете листочек, да, и пошли в новое начало. В новую жизнь совершенно другим, обновленным. Вот здесь единственный второй вариант для вас, это, конечно, передышка, это отдых. И это да, и все-таки здесь вот надо прислушиваться к самому себе и уходить оттуда, где вам не нравится. Уходите оттуда, где не нравится. Да, и вот знаете, здесь такой еще совет от туза мечей карты, да, что вам это решение надо принимать, ну, быстро, да, скажем так, не тянуть с этим моментом. И здесь, да, идите вперед, и у вас все образуется. Вот такой расклад получился для второго варианта. Второй вариант, пожалуйста, отпишитесь, как у вас проигрывается. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень интересно. Я вообще люблю читать комментарии. Знаете, такое тогда чувство, как будто мы с вами сидим за большим дружеским столом и обсуждаем это все. Давайте посмотрим третий вариант. Что же вам, на что обратить внимание для того, чтобы получить успех в задуманном деле? Третий вариант. Посмотрим, в каких энергиях на сегодня вы. Третий вариант. Настройтесь, пожалуйста. Третий вариант. В каких энергиях сегодня вы? Третий вариант себя чувствует победителем, все прекрасно, все замечательно, вообще все устраивает, что рядом, знаете, такой некий момент даже признания есть, что вас и уважают, вами восхищаются, и вас это, конечно, бодрит, скажем так. Давайте посмотрим ваше дело. В чем фокус внимания нужно проявить, на что обратить внимание. У вас как-то идет вопрос скорости, понимаете, такой момент, что вам нужно что-то быстро делать, что-то быстро предпринимать, какое-то решение. Ой, просто очень быстро. Здесь вот третий вариант, у вас повестка дня. Знаете, как будто на кону стоят большие деньги, и вам надо быстро принимать решение по реализации какого-то проекта, либо оплаты, либо получения вот этих финансов. Здесь вот такой какой-то момент завязан. Но здесь такой момент, что у вас есть какие-то недоделки в прошлом, да, в недавнем прошлом вы что-то там не завершили, что-то не закончили, и у вас как будто вот не хватает вот этой возможности, да, не хватает вот этого времени, потому что время не терпит вот именно в этой конкретной ситуации, и вам надо быстро разобраться со старыми делами, а у вас не хватает на это времени. Да, вам предлагают какую-то новую перспективу, вы пока над ней еще очень думаете так. И знаете, вот такой у вас некий страх такой есть, что как будто все рухнет, вы не успеете, как будто вот, ну все надежды мои как-то обретут провал, скажем так. Нет, слушайте, здесь у вас все-таки идет карта победителя, здесь идет, знаете, такой момент, когда вы будете довольны. Давайте посмотрим, вы закончите свои дела. Да, если вы приложите много усилий,
и ресурсов, и времени, да, и, возможно, у кого-то попросите помощи, вы сможете завершить свои дела. И вот здесь как раз-таки, смотрите, какие прекрасные карты выходят. Третий вариант. Вы не бойтесь и не переживайте в том моменте, что вы не успеете к началу вот этого вашего срочного решения вопроса. Здесь вам надо просто приложить максимум усилий, чтобы закрыть этот вопрос из прошлого, да, что вы там не закрыли. Доработать, возможно, надо по нехватке времени. И вот вы боитесь, что крах будет. Здесь нет. Здесь все-таки вы доработаете, и вы выйдете победителем. Что с вашим новым вот этим срочным решением? Здесь, смотрите, для кого-то проигрывается, что либо вы хотите обмануть, либо вас хотят обмануть. Поэтому будьте... А в чем обман? Обман в том, что вам какой-то ложный выбор предлагают. А здесь, знаете, как вы как будто боретесь за какую-то ложную... За ложный выбор. А ну-ка, интересно. А здесь, знаете, такой момент, как будто вы, вот обман этот, да, вот в этой скорости кроется некий такой все-таки подвох. Здесь как будто вас обнадеживают, что ли, занапрасно, да, и все-таки вам как-то, оно настоятельно вас стимулирует к этой борьбе, да, что либо вы сами вот боретесь за вот эту вот какую-то непонятную ситуацию, может быть, вы просто о ней не знаете. И в итоге, понимаете, вы приходите к тому, что вам-то этого и не надо было, понимаете? Вы вот как будто поборолись за это, да, получили, грубо говоря, вот этот, давайте так, проект его назовем, да, проект. Вы его получили, а он вам, по сути, не надо, понимаете? И вы понимаете все равно, что у вас все идет по кругу, у вас ничего не меняется, и как-то какое-то решение, чтобы вы не приняли. Но здесь еще как-то замешан король мечей. Это такой человек холодного рассудка. Либо это вы такой человек, либо вот этот человек, король мечей. Давайте посмотрим. Знаете, скорее всего, здесь это человек, который вам предлагает вот этот проект, как мы его назвали, да, вот это быстрое решение, это и есть вот этот король мечей. Но человек такой, знаете, он вас может ввести в некое искушение, какие-то такие перемены. Или может пообещать вам большие деньги. Что-то я тут не пойму. Угу. Смотрите, здесь я поняла, в чем здесь дело. Здесь как бы два человека замешаны, да, вот первый, который вот эту срочность требует, там все-таки кроется обман. Далее, как бы вы за это боретесь, да, но не понимаете еще сами, что вас там впереди ждет разочарование. И вас после вот этого разочарования, либо в момент, может быть, оно и не произойдет, мы сейчас еще глянем, да, здесь появляется король мечей, человек холодного рассудка. Возможно, это вы сами в какой-то момент, да, вот щелкнет этот тумблер, и вы все-таки поймете, что вас хотят провести. И здесь вы меняете свою траекторию, да, вы уже не идете вот в эту скорость, а у вас идут такие перемены, да, у вас идут перемены, которые засасывают вас, да, то есть перемены такие, которые и деньги, да, где-то вот здесь и деньги, здесь и выбор, здесь какая-то парность, и у вас рядом появляется человек вообще очень мудрый, очень знающий, к совету которого прислушивается. Для многих это окажется женщина, которая, знаете, она знает, вот какие-то такие у нее есть
механизмы, да, которыми она управляет, она понимает, она направляет, она дает дельные советы. То есть такая женщина рядом, она все-таки вас как бы, ну как вытащит из этой ситуации, да, и она скажет, что ну ты смотри, делай выбор, посмотри, либо вот ты смотришь и понимаешь, что у нас все есть, да, ну, грубо говоря, там вот есть проект, мы с него заработали денег. И здесь посмотри, и она вам укажет на то, кто ваш друг и кто ваш враг. Понимаете, вот это у вас ключевая подсказка, да, у этой женщины. И после вот этого, ну, давайте назовем это разоблачение, да, когда вы поймете, кто здесь друг, кто здесь враг, ваша жизнь меняется совершенно в другую сторону. Вы снова обретаете какую-то легкость, понимаете? И кто-то даже и партнерство какое-то. А в чем разочарование здесь? И здесь, знаете, как будто вы будете опечалены тем, что у вас как-то не хватает времени на все. Здесь еще такой момент идет, что будет какой-то разговор с женщиной, да, опять жена, либо мама, либо теща, либо свекровь. Здесь будет какой-то такой тайный разговор между вами. После вот этих вот депрессий, после вот этого момента, как будто уже там нету сил куда-то идти, что-то делать, да. И здесь вы все-таки выберете какой-то свой новый путь. Давайте посмотрим, чем закончится. Закончится здесь тем, что вы все-таки пойдете по своему пути, вы будете добиваться поставленного, да, вы будете проявлять некую жесткость своего характера, вы будете требовать, чтобы вас уважали, уважали ваше мнение и ваш выбор, да, и здесь... Ну, человек такой, который может принести большие успехи. Вот такой расклад у меня получился для третьего варианта. Дорогие мои, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, как проигрывается расклад. А я вас обнимаю, желаю вам всего доброго, светлого. Пусть ваш каждый день будет лучезарным, чистым, не омраченным никакими проблемами. Пусть у вас будет мирное небо над головой. Будьте здоровы вы, пусть будут здоровы ваши близкие. Берегите себя и все, что вам дорого. А я вас обнимаю. До новых видео. Ваша Наталья.